Здравствуйте, друзья! Добрый вечер! Сегодня у нас 13 января 2026 года. Я Валерий Табаков, юрист, который интересуется вопросами прав человека, международного права, защитой языковых прав национальных меньшинств и детальным анализом дискриминационного законодательства. Я вновь обращаюсь к вам с максимально подробным, всесторонним и актуальным на январь 2026 года разбором одной из самых системных и тревожных проблем современной Украины – целенаправленного лоббирования языковой политики, которая под прикрытием укрепления государственного единства, декоммунизации, борьбы с российской агрессией и ускорение евроинтеграции приводит к массовой, институциализированной дискриминации миллионов русскоязычных граждан, а также к постепенному, но необратимому стиранию древнего болгарского культурного, языкового и исторического наследия на территории Украины. Как специалист с несколькими высшими образованиями, включая юридическое, я уже неоднократно проводил глубокие юридические и фактологические разборы подобных механизмов. В частности, в своих материалах по делу Ирины Фарион, где мы видели, как языковые вопросы превращаются в мощный инструмент политического давления, манипуляции общественным сознанием, геополитического влияния и даже подавления инакомыслия. Сегодня я значительно расширю этот анализ, опираясь на самые свежие данные по состоянию на январь 2026 года, официальную статистику опросов, рейтинг групп, Градус Research, Известия и другие, финансовые отчеты доноров, документы международных организаций, включая мнение Венецианской комиссии Совета Европы 2023-2025 годов. Конкретные примеры из правоприменительной практики, законы, подзаконные акты. Моя цель не просто описать симптомы проблемы, а раскрыть ее корни. Финансовые трассы и механизмы, которые превращают миллиарды долларов и евро, якобы предназначенные для демократии, прав человека, самоопределения нации и евроинтеграции, в инструмент системного подавления языковой идентичности, культурного разнообразия и фундаментальных прав миллионов людей. Языковая политика Украины пережила радикальный, почти революционный поворот именно после событий 2014 года. До этого в 2012 году действовал закон об основах государственной языковой политики номер 5029-6, известный как закон Кивалова-Колесниченко, который позволял использовать русский, болгарский, румынский, венгерский и другие языки национальных меньшинств как региональные, официальные, в областях, где их носители составляли не менее 10% населения. Этот закон обеспечивал относительный баланс интересов, соответствовал духу Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, ратифицированной Украиной в 2003 году, и учитывал многоязычие страны. Однако уже 23 февраля 2014 года, буквально через несколько дней после победы Евромайдана, Верховная Рада отменила этот закон. Это решение спровоцировало массовые протесты в Харькове, Одессе, Донецке, Луганске и других преимущественно русскоязычных регионах, став одним из катализаторов дальнейшего раскола страны и обострения конфликта. В апреле 2019 года был принят закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного номер 2704-8, который ввел жесткие квоты и обязательность украинского языка практически во всех сферах общественной, даже частично частной жизни,
полное образование, переход школ на украинский к 2020-2023 годам, СМИ, квоты до 90% на телевидении, радио и в интернете, сфера услуг, обслуживание исключительно на украинском с 2021 года со штрафами, реклама, этикетки товаров, государственные учреждения, даже частные разговоры в определенных публичных контекстах. Закон вступил в силу поэтапно. С 2021 года административные штрафы до 6800 гривен за нарушение, с 2022-2025 годов дополнительные ограничения в высшем образовании, книгоиздании, театре, кино и культуре. К 2025-2026 годам ужесточения продолжились. В декабре 2025 года парламент принял поправки, исключающие русский язык из списка языков, защищенных по Европейской хартии, региональных или языков меньшинств, под предлогом противодействия российской агрессии и манипуляциям Кремля. Актуальная статистика использования языков дома по состоянию на конец 2025 начало 2026 годов такова. Опрос рейтинг групп июль 2025. 62% говорят дома исключительно по-украински, 27% смесью украинского и русского, 10% преимущественно по-русски. Градус Research, опрос августа 2025 года. Ежедневное использование украинского выросло с 53% в 2022 до 68%. Русского упало с 46% до 30%. Опрос «Известия». Декабрь 2025. 53,6% исключительно украинский дома. 37,7% смесь. 11,3% исключительно русский. Таким образом, почти половина населения, 45-47%, все еще использует русский в быту. В южных и восточных регионах Одесская, Запорожская, Херсонская области доля русскоязычных остается значительно выше, до 24-30% в быту по сравнению с 42% 5 лет назад. Эти изменения не являются исключительно органичным процессом национального пробуждения или защиты от агрессии. Они подкреплены, направляются и лоббируются мощными внешними финансовыми потоками, которые маскируются под программы поддержки демократии, борьбы с дезинформацией, медиаразвития, гражданского общества и евроинтеграции. Финансовые источники. Кто и сколько платит за украинизацию? USAID, Агентство США по международному развитию. С 1992 года USAID инвестировала в Украину сотни миллиардов долларов. Но после 2022 года объемы выросли экспоненциально. В 2024 году обязательства составили не менее 5,4 миллиардов долларов на невоенную помощь, включая 31 миллион долларов напрямую на гражданское общество, демократия, права человека, governance, управление. В 2025 году, несмотря на временную заморозку программ в январе-феврале из-за смены администрации в США, когда 83% программ были приостановлены, агентство продолжило управлять проектами на 4-5 миллиардов долларов ежегодно. Часть этих средств идет на НПО и медиа, которые активно продвигают языковые реформы,
как защиту от агрессии и декоммунизацию. Конкретные примеры: финансирование программ мониторинга языка в школах и СМИ, что приводит к штрафам за русский, поддержка независимых СМИ до 80% бюджета многих украинских внешних актеров от USAID, проекты по Media Development, где русский язык часто маскируется как язык пропаганды. После заморозки 2025 года многие НПО и медиа оказались под угрозой закрытия, но до этого они активно лоббировали ужесточение. Далее, гранты Европейского Союза. ЕС привязывает финансовую помощь к выполнению реформ, включая языковые, как одно из условий для начала и продвижения переговоров о вступлении в ЕС. В 2024-2025 годах портфель гражданского общества по программе EU for CSOs составлял 150 миллионов евро на 90 грантовых проектов. В ноябре 2025 года запущен дополнительный пакет на 17 миллионов евро под темами «Гендерное равенство», «Медиа» и «Евроинтеграция». Дедлайн подачи заявок – январь 2026. Программа Ukraine for EU – август 2025. 1,5 миллиона евро на НПО для продвижения реформ, включая языковые. Эти гранты часто попадают к организациям, которые готовят экспертные заключения для Верховной Рады и лоббируют законы, дискриминирующие языки, не являющиеся официальными в ЕС, в первую очередь русский. Важный факт: болгарский язык является официальным языком Европейского Союза с 1 января 2007 года. После вступления Болгарии в ЕС он входит в список 24 официальных ЕС языков наравне с немецким, французским, испанским и другими. Это означает, что по логике ЕС и Венецианской комиссии языки ЕС, включая болгарский, должны получать приоритетную защиту и более мягкие переходные периоды в украинском законодательстве по сравнению с русским. Однако на практике даже для болгарского языка в украинских болгарских общинах применяются жесткие ограничения, что создает парадоксальную дискриминацию. Open Society Foundations, структуры Джорджа Сороса и International Renaissance Foundation, IRF. С 1990-х годов ОСФ инвестировали в Украину более 230 миллионов долларов с фокусом на открытое общество, демократию и медиа. IRF, украинский филиал, один из крупнейших грантодателей НПО, продвигающих языковые реформы. В 2024 году IRF выделил 592,6 миллионов гривен на 427 проектов. В 2022-2025 годах через Ukraine Democracy Fund выделено более 50 миллионов долларов на поддержку журналистики, расследований и политического диалога о ЕС-интеграции. Конкретные примеры: финансирование Следствие.Инфо, Бигус.Инфо и других платформ, которые инициируют скандалы вокруг использования русского в школах, частных заведениях и СМИ, что напрямую приводит к законодательным ужесточениям. Каковы реальные последствия всего этого? Они таковы: массовая дискриминация русскоязычных
и болгарского наследия. Русскоязычные граждане, исторически это 30-40% населения Украины, испытывают и платят 1000 штрафов за использование русского в сфере услуг с 2021 года. Школы русскоязычные испытывают массовое закрытие. С 2020 в старших классах украинский обязателен. Учителя увольняются, СМИ закрываются. В 2022-2025 годах десятки тысяч жалоб к уполномоченному по защите государственного языка. Болгарские общины, около 200 тысяч человек, преимущественно в Одесской, Запорожской и Херсонской областях, Болград, Тарасовка, Бердянск и другие, потомки древних болгар, сохраняющие уникальный фольклор, традиции, диалект и культурную идентичность. Украинизация приводит к тому, что школы в этих районах вынуждены переходить на украинский. Культурные центры работают под постоянным давлением. Мероприятия только с обязательным украинским переводом. Передача языка детям прерывается. Несмотря на протоколы сотрудничества между Министерствами образования Болгарии и Украины 2024-2028 годы, позволяющие преподавание болгарского, на практике ограничиваются жесткими мерами. В 2024-2025 учебном году в Украине действовало 189 школ с классами для национальных меньшинств, 31 613 учеников, но переход на украинский продолжается. Венецианская комиссия Совета Европы неоднократно критиковала украинское законодательство. 2019-2023 годы. Отсутствие баланса между укреплением украинского и защитой прав меньшинств. Дискриминация не ЕС языков. Июнь 2023. Мнение по закону о национальных меньшинствах. Рекомендация пересмотреть реформу образования, обеспечить равную защиту. Октябрь 2025. Совместное мнение по законопроектам необходимость равной защиты всех меньшинств без приоритета только европейских языков. Критика дифференциации европейские и неевропейские языки, которая приводит к дискриминации русского и болгарского на практике. Нарушаются Конституция Украины, статья 10 о свободном развитии, использовании и защите русского и других языков меньшинств. Европейская хартия региональных языков, ратифицированная в 2003, но русский из нее исключен в декабре 2025, а также рамочная конвенция о защите национальных меньшинств. Друзья, мутные финансовые потоки от USAID, миллиарды на реформы, ЕС, сотни миллионов на НПО с условиями евроинтеграции и ОСФ, более 230 миллионов долларов, превращают в помощь в инструмент геополитического давления. Это не защита украинского языка, а целенаправленная дискриминация под видом прогресса, где жертвами становятся русскоязычные граждане и древнее болгарское наследие. Как юрист я требую полного аудита всех грантов, приведения законов в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, равной защиты всех языков меньшинств, включая русский и болгарский, как язык Евросоюза, и отмены дискриминационных норм. Друзья, если вы разделяете мою позицию, делитесь этим видео, обсуждайте в комментариях, подписывайтесь на канал.
Вместе мы можем добиться прозрачности, справедливости и защиты прав. Подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение анализа и новые материалы. С вами был юрист Валерий Табаков. До встречи.